Итак, если выбора нет, и судя по солярам и циклам мы проживаем то, что прописано в картах циклов, то слушать тело, зачем тогда нужны стратегии и авторитет? So, if there is no choice and we experience everything according to solar returns and other cycles, why would one need strategy and authority? And additionally, it is a question about no choice in general. What does it mean? Okay, no choice is a bigger question than you may think. Давайте разберемся с тем, что же такое выбора нет. И это может быть более обширным вопросом, чем может показаться. It has, unfortunately, the tendency to become a conflict about belief systems. К сожалению, здесь есть тенденция к тому, чтобы это превращалось в конфликт между разными системами убеждений. And it often is losing to wrong conclusions. И, как правило, это приводит к неправильным умозаключениям. So, I will not be able to cover that in full spectrum. Поэтому я не смогу ответить на этот вопрос в полной мере. But let's see. Но давайте посмотрим. So, who has no choice? The question is, who exactly has no choice? Итак, вопрос в том, у кого же именно нет выбора. And the difficulty and the resistance to accept no choice. И трудность и сопротивление в том, чтобы принять вот эту безвыборность, Comes from the consciousness identified with mind. исходит из того, что наше сознание отождествляется с умом. So, no choice is not true for the body. И безвыборность – это то, что не относится к телу. The body makes decisions all the time. Тело принимает решения постоянно. And these decisions, please be aware, they are not totally predictable. И вот эти решения, пожалуйста, поймите, они не полностью предсказуемые. So for many people, if they hear no choice, they think that everything is then like predictable to the last detail. И для людей, когда они слышат высказывание о том, что выбора нет, это звучит так, как будто бы все предсказуемо до самой последней детали. No, that's not like that. Но нет, все совсем не так. Life is unpredictable for many reasons. Жизнь по многим причинам непредсказуема. Even if the great tendencies may be predictable very well. Даже если некие большие тенденции можно очень хорошо предсказать. So no choice in the core, it means you are a consciousness. Поэтому концепция о том, что выбора нет, в своей сути подразумевает, что вы являетесь сознанием. This consciousness does not have in any way control over the body. И у этого сознания ни в коей мере нету контроля над телом. Or anything else. Или вообще хоть над чем-нибудь. It is only here to watch. И это сознание здесь только для того, чтобы наблюдать. The neutral, eternal observer. Чтобы быть вечным, нейтральным наблюдателем. So that would be, if you want, the pure human design view. И такой будет перспектива с точки зрения чисто дизайна человека. But of course the topic also has been brought out in brain research and brain science. Но, конечно же, к этой теме обращались также и в исследованиях мозга, и научных исследованиях. Starting with very simple experiments in the late 1970s. И все это началось с очень простых экспериментов в конце 70-х годов. With a scientist named Libet. И этого ученого звали Libet. And he created a very simple experiment. И он создал очень простой эксперимент. People had to make at some point a conscious decision to move a finger. В какой-то момент испытуемым нужно было принять сознательное решение по поводу того, чтобы пошевелить пальцем. And by the experiment, the activity of the sensomotoric cortex got recorded. И пока проходил этот эксперимент, записывалась их нейромоторная деятельность в неокортексе. Now, to the surprise of everybody, И, к удивлению всех, it turned out that the brain had made already a decision. Выяснилось, что мозг совершал решение, принимал решение 250 to 400 milliseconds before the consciousness made the decision. за 250-260 миллисекунд до того, как ум принимал решение. Now, if your brain makes a decision,
250 milliseconds before you as a consciousness think you make a decision, what does that tell you? И если ваш мозг принимает решение за 250 миллисекунд до того, как ваше сознание примет это решение, то о чем это говорит? Now, of course, the experiment, as always, has been criticized for being too simple. И, конечно же, этот эксперимент всегда критиковали за его избыточную простоту. Years later, it got repeated in much more complex settings. И спустя годы его повторили в гораздо более сложных условиях. And the basic outcome practically has always been confirmed. Но основной результат, он подтвердился. And many, even from the mainstream science, many brain researchers will agree with no choice. И многие исследователи мозга, они также согласятся с концепцией о том, что выбора нет. Some say it and some don't, but they do. Некоторые об этом говорят, некоторые умалчивают, но они согласны. Okay, and why do we then need strategy and authority? That is a good question. Хорошо, но зачем же нам тогда нужны стратегии и авторитет? Это хороший вопрос. You see, we are dualistic beings. Видите ли, мы дуалистичные создания. We have a body and we have a mind. У нас есть тело и у нас есть ум. The mind, of course, is a byproduct of the body. И ум, конечно же, является побочным продуктом нашего тела. Nevertheless, it is or forms a whole with the body. Но, тем не менее, это составляет или формирует некое целое с телом. Working in a more or less harmonious way. И они вместе работают более или менее гармонично. Now, by strategy and authority, you align your mind to the body. И при помощи стратегии и авторитета вы сонастраиваете свой ум со своим телом, выравниваете их. It is kind of ending the eternal war between the mind and the body. То есть вы как бы завершаете эту бесконечную войну между умом и телом. And then you, as the holistic whole that is created out of these two sides, can function properly. И затем вы, как холистическое целое, состоящее из этих двух сторон воедино, можете функционировать корректно. Well, referring to the point that, for example, cycles can predict something about the coming time. Касательно точки зрения о том, что циклы могут кое-что предсказать касательно того, что ожидает нас в будущем. It's the misunderstanding I addressed in the beginning of my question, that people think everything is determined to the last detail. Здесь есть заблуждение, о котором я упомянул в самом начале ответа на этот вопрос. Люди считают, что все предопределено до самой мельчайшей детали. No, it's not. Но это не так. Topics are fixed. Фиксированы темы. So, if you have a specific activation in your rave return, let's say. То есть, скажем так, если у вас есть какая-то определенность в вашем рейв-возврате, you may have a clear indication that something on the material plane of your life will happen. Активирована некая активация гексаграммы, то вы можете быть уверены в том, что в этой области что-то произойдет на материальном плане. But it does not necessarily tell you what that will be. Но совсем не обязательно это будет говорить вам о том, что именно произойдет. Right? So the development of life always follows the path of a duality. И развитие жизни, оно всегда следует пути дуальности, Leading to crossroads, которая приводит к бесконечным перекресткам. and each decision moves you along a specific track out of these many possible ones. И каждое решение, оно движет вас в одну из сторон на этом перекрестке. And exactly because of that, you need strategy and authority. И именно для того, чтобы сделать этот выбор, вам и нужна стратегия и авторитет. So cycles or cycle readings do not serve the purpose of become clairvoyant. И циклы или чтение циклов, они не служат цели того, чтобы вы стали предсказателем или гадалкой. But rather for understanding where are you moving and what is the purpose of this time. Но они скорее нужны для того, чтобы вы понимали, куда вы движетесь и в чем цель, в чем задача этого временного отрезка. It helps you to align with what is really important. И это то, что будет помогать вам сонастроиться с тем, что действительно важно.